Ольга растерянно крутила в руках листок бумаги. Постановление на сдачу анализа ДНК для Верочки. Зачем? Кому это нужно? Неужели Верины родители нашлись? Тогда почему не приехали, не поговорили? Вопросов было много, ответов на них не было. «Мам, ты чего?» Вера тронула за плечо. «Зову, а ты молчишь». Задумалась. «Кто пишет?» «Да так». Ольга быстро сунула письмо в карман фартука. «Жимолости ведерко получилось, сладкое. Воду в бак набрала, вечером огород полью. Тебе еще помощь нужна? Мы на речку с девчонками собрались, жара такая». Думая о своем, ответила: «Бегите, только аккуратнее там». Вера цапнула горячие пирожки, взяла полотенце и убежала. Оле нужно было собраться с мыслями. Вышла на улицу, присела на крылечко. Что делать? Завтра у Веры день рождения. Вот так подарок получился. Не зря всю неделю спала плохо. По дороге медленно двигалась иномарка. Остановилась около ворот. Из машины вышла пожилая элегантная женщина. «Здравствуйте, мне Ольга Николаевна нужна». Сердце сжалось в комок. Она почувствовала, что письмо и эта женщина связаны между собой. «Это я. Поговорить с вами можно? Меня Марина Григорьевна зовут». «Да что же я? В дом проходите», — пригласила Ольга. Женщина подала знак водителю. Тот достал из багажника большую сумку. Ольга со страхом смотрела на происходящее. «Александр, вы свободны до...» Она глянула на дорогие часы. 3. Если понадобитесь раньше, я вам позвоню. «А вы на речку сходите», — засуетилась Ольга. «Вот по этой тропочке к воде и выйдете». Она указала направление. «У нас там хорошо. Я вам и полотенчика дам. А машину в тенек под березки поставьте. Чего на дороге бросать?» «Присесть где можно?» — спросила Марина Григорьевна, когда водитель ушел. «Располагайтесь». Ольга смахнула невидимые крошки со стола. «Сейчас чайку попьем. Вы любите со смородинкой?» Она поставила чайник на плиту, обернулась к женщине. Та смотрела на большую Верину фотографию, которая висела на стене в зале. Марина Григорьевна перевела полные слез глаза на Олю. «Это Машенька. Я нашла ее». Ноги стали ватные, поплыло перед глазами, чтобы не упасть, опустилась на стул. «Это Вера! Слышите? Вера!» — крикнула Ольга, уронила руки на стол, упала на них лицом и разрыдалась. Женщина подошла к ней, погладила по спине. «Я не хочу забирать у вас девочку. Я только хочу принимать участие в ее жизни. Успокойтесь». Она приобняла Олю. «Нам нужно серьезно поговорить». Она села напротив, взяла ее за руки. «Расскажите, как девочка попала к вам? Кое-что я знаю, но не все». Ольга посмотрела в глаза женщине, большие и печальные. Боль и скорбь стояли в глазах. «Я нашла девочку на опушке леса, когда корову свою искала». Всхлипывая, начала Ольга. «Завтра будет 12 лет. Мы день рождения празднуем Вере в этот день. Мокрая, грязная, она спала в канаве в обнимку с таким же грязным и мокрым медвежонком. Я не сразу даже поняла, что это ребенок. Думала, цветной пакет валяется». Ольга теребила прядь волос, накручивая на палец. Она, бедняжка, стоять не могла на ножках, сил не было даже плакать. Домой на руках принесла, накормила, она уснула. От воспоминаний ее начала поколачивать нервная дрожь. Мальчишку соседского
отправила к фельдшерице и в правление, чтобы в милицию позвонили. Нина прибежала, хотела осмотреть девочку, а малышка вцепилась в меня ручонками так, что пальчики побелели, и не отпускает. Фельдшер сказала, что 2 года девочке, на вид здоровая, только истощенная сильно. Потом участковый приехал, протокол составил, приметы записал. Сказал, что о потере детей в районе в сводке нет ничего. Пообещал сообщить, куда следует. Позже соседи подтянулись. Охали, ахали, кто одежонку принес, кто игрушки. А она медвежонка своего из рук не выпускает. Я и мыла их вместе. Ольга замолчала, вспоминая пережитое. Марина Григорьевна не торопила ее. 3 дня с рук не слазила и кушать постоянно просила. Фельдшерица предупредила, чтобы давала часто, но понемногу. Вера потом еще целый год кусочки хлеба везде прятала. Сначала стоять стала, потом бегать начала. Я нарадоваться не могла, крепчает девчонка. Спала она со мной, кричала во сне сильно. Видать, снилось что-то, а говорить ничего не говорила. Ольга перевела дух. Когда через месяц из районной опеки приехали забирать Верочку, она меня уже мамой звала. Оторвать не смогли от меня, так и уехали ни с чем. Предписание оставили, чтобы сама привезла девочку. Ладно, что сроки не прописали. Я загоревала. Как отдать в детский дом? Сама там была. Знаю, почем фунт лиха. Марина Григорьевна тихонько поглаживала Олю по руке. Было видно, спросить что-то хочет, но не решается. Захотела удочерить девочку, а мне препоны, не замужем. Тогда от отчаяния сама парню одному предложила: «Давай распишемся, мне для дела надо». Объяснила все, сказала: «Как удочерим, так сразу и разойдемся». И бумагу написала, что претензий иметь не буду. Так сразу и мужа, и дочку получила. Жизнь по-другому распорядилась. Живем до сих пор, хорошо, дружно, душа в душу. То ли от поглаживаний, то ли от того, что женщина слушала с большим вниманием и заинтересованностью, Ольга совсем успокоилась. «Вы спросить что-то хотели?» «Да, милая, сама-то как в детском доме оказалась?» «Родители погибли в экспедиции, они вулканологи». Ольга хотела снять чайник с плиты, но начала отвечать Марине Григорьевне и забыла про него. «Мне 8 только исполнилось. Я летом тут у бабушки в деревне была. Бабушке под опеку меня не отдали, по здоровью не подошла. И никого из родственников не пропустили. У кого доход маленький, у кого жилищные условия плохие. Видимо, боялись, что грязные дела наружу вылезут. Кто-то хитрую аферу провернул, как будто квартира наша московская за день до гибели продана была. Друзья, родители пытались концы найти, да куда там». Марина Григорьевна смотрела на Олю. Открытое, доброе лицо. «Не ошиблась я, хороший человек», — подумала она. Вот и определили меня в районный детский дом, подальше от столицы, но недалеко от бабушки. Я сбегала постоянно к бабуле. Меня, как неуправляемую, в психушку грозили отправить. Потом директор местной школы Иван Иванович каким-то образом договорился, чтобы я дома жила, а в детдоме только числилась. А через 3 года бумага из Москвы пришла, что опеку бабушки разрешили, как единственной кровной родственнице. Я очень благодарна Ивану Ивановичу. Он мне и с Верой помог». Она ненадолго задумалась. «Да что же я, чаем вас напоить обещала, а сама?» Подскочила, начала быстро собирать на стол. «У меня и пирожки свежие, с утра напекла». «Я тоже гостинцы привезла, конфеты хорошие, печенье, фрукты.
женщина достала красивые упаковки. Да у нас все есть. А вы кем Вере приходитесь? Бабушка родная. Бабушка? Ольга опять уселась на стул. Как же это? Вы же сказали, что не заберете ее у меня. Успокойся, милая, не заберу. Хватит травм для нее. У меня было время подумать. Марина Григорьевна вытащила таблетки. Можно водички? Ольга протянула стакан. Болеете? Да, и серьезнее, чем хотелось бы. Она помолчала. Ты, я думаю, тоже хочешь знать, как я тебя нашла? Это ничего, что я на «ты». Ольга только мотнула головой. Я наняла частного детектива, чтобы он нашел девочку. Все концы сошлись сюда. Он и о тебе информацию собрал. А сейчас, поговорив с тобой, я только утвердилась в своем решении оставить Машу здесь. Скорее всего, я куплю дом у вас в деревне, чтобы быть ближе к внучке. Возможно, мы еще что-то придумаем. Мы? Ничего не понимаю. Я ни от кого не пряталась. Что девочка удочеренная, все знают. И Вера. Она меня просит иногда рассказать сказку, как я ее в лесу нашла. Достает медвежонка, смотрит на него молча, как будто вспомнить что-то пытается. Я не мешаю. Она хоть и делится со мной всем, но должно же быть и личное пространство, куда другим хода нет. Не в тебе дело. Это сложная, запутанная история длиной в 15 лет. Наш сын влюбился в однокурсницу, яркую, броскую девушку. Было в ней что-то отталкивающее, ценил в словах грубость. Сын этого не замечал, а мы списывали это на недостаток воспитания. Умная была, цепкая. 2 года они встречались, свадьбу сыграли, когда перешли на последний курс. Не скажу, что мы с мужем были рады этому браку, но сноху приняли хорошо. Сергей и Таня были красивой парой. Одно удивило: на свадьбе не было родственников невесты. Она лепетала что-то невнятное про пьющих родителей, как-то обмолвилась, что братья есть. Не пускала она нас в свое прошлое. Марина Григорьевна говорила тихо, тщательно подбирая слова. Мы оставили молодым квартиру, а сами уехали жить в загородный дом. В мае внучка родилась. Мы были на 7 небе от счастья. Сергей в дочке души не чаял. Сын защитился, а сноха нет. Она академический отпуск оформила. Дома с дочкой сидела. Потом мы наняли няню для девочки. Таня вернулась в институт. Позже выяснилось, на занятия не ходила. Где и с кем проводила время, для нас осталось загадкой. Начала закатывать истерики, что ей нужны деньги. Упрекала меня, что не купили ей машину, как обещали, за рождение внучки. А мы большое дело начали, семейное. Все на развитие ушло. Сын сразу в работу влился. Мы давно в бизнесе, с нуля начинали. В тот момент все так сошлось, что открылись новые возможности. Несколько раз в Германию летали на переговоры, оборудование закупали, и Сергей с нами. Как-то звоним оттуда, няня говорит, что Таня забрала Машу сразу, как только мы уехали. А Таня на звонки не отвечает. Бросили все, в Москву вернулись. В городской квартире погром, часть вещей пропала. Вызвали милицию. Те заявления приняли, отпечатки сняли. Оказалось, есть кое-что в базе, но найти никого не нашли. Марина Григорьевна вытерла выступившие капли пота со лба. Рассказ давался ей нелегко. О пропаже жены и дочки Сергей тоже заявил. Его особо не слушали. Мать имеет право на ребенка. Ответили отпиской. По результатам проведенной работы
установить место проживания данных лиц не удалось. Поиски периодически возобновлялись, но с мертвой точки дело не двигалось. Чайник давно свистел на плите, но женщины не обращали на него внимания. 9 месяцев назад я осталась одна. Муж был за рулем, когда у него отказало сердце. Сын сидел рядом. Когда я приехала в больницу, Сережа просил об одном – найди Машу. Спасти его не удалось. Для меня это был удар, но я справилась. Нужно было выполнить просьбу сына. Она говорила ровно, монотонно, а в словах чувствовалась невыплаканная боль. Я обратилась к толковому специалисту из бывших сотрудников милиции. Всего, что предпринимал, рассказывать не буду. Он оттолкнулся от отпечатков пальцев, что были обнаружены в квартире. Мужик, которому они принадлежат, сидит в колонии. Организовал с ним встречу. Тот сводным братом нашей снохи оказался. Он, когда после очередного срока освободился, к сестре явился. Да не один, с подельником. У Таньки любовь с дружком случилась. Вспомнил, что у Таньки девочка была, и что ее просто выкинули из машины на трассе, когда малышка начала плакать. И направление примерно указал, где сейчас сестра, не знает. Ольга, слушая рассказ, качала головой. Не верилось, что так можно поступить с ребенком. Дальше дело техники. Поднял архивы милицейские, протокол участкового нашел, в опеку сходил. Все сошлось. Правда, палку перегнул. Постановление на экспертизу взял и вам отправил. Я в Израиле была, не знала этого. Как в страну вернулась, сразу к вам. Ольга молча вытащила письмо и положила на стол. «Извини, милая, напугалась, наверное, сильно». Марина Григорьевна опять потянулась за сумочкой. «Вот, фотографии сына и внучки. Тут даже экспертиза не нужна, но делать ее придется. Маша – наследница Сергея». Ольга рассматривала фотографии. Она, казалось, пропустила мимо ушей слова о наследстве. Действительно, с фотографий на нее смотрела Вера. Как Вере сказать? «У нас гости? Здравствуйте. Что ты мне хочешь сказать? И чего у вас чайник выкипает?» Женщины не услышали, как вошла Вера. Марина Григорьевна побледнела и схватилась за сердце. «Верочка, это твоя бабушка». От растерянности Ольга не нашла других слов. «Бабушка?» Девочка настороженно глянула на женщину. «Бабушка, я знала, что ты меня найдешь!» Она кинулась к Марине Григорьевне. «Это же ты мне подарила медвежонка!» Обнявшись, плакали все трое. Еще многое предстояло решить и сделать. Одно было ясно: Марина Григорьевна нашла не только внучку. А на плите продолжал свистеть чайник. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.